Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Дом моды Бёрбери. Уже по какой-то негласной традиции на неделе моды в Лондоне бренд проводит показ в зеленой парковой зоне. А началось все с приходом на руководящую должность нового креативного директора. Ведущий дизайнер компании Дэниел Ли, сменивший на посту Рикардо Тиши, сегодня представляет свою третью модную линейку под маркой Бёрбери. Для презентации коллекции «Осень-зима» 2024-2025 звездную публику пригласили в Виктория-парк, расположенный в восточной части столицы. Зрители рассадили под огромным тентом-палаткой, стилизованной под средневековый рыцарский павильон в честь логотипа бренда. Пол был укрыт резиновым зеленым ковром, похожим на скошенную траву. Гости комфортно разместились на толстых ворсистых коричневых подушках, используя при необходимости теплые шерстяные пледы и фирменные грелки. Обстановка вокруг оказалась очень схожа с уютным швейцарским глэмпингом и вполне сочеталась с характером образов новой коллекции. Сегодня дизайнер постарался отразить в модных луках британское настроение сквозь призму 90-х. И если предыдущие две работы Дэниел Ли представляли собой шквал новаторских идей, смелых узоров и форм, то этот сезон он решил посвятить наследию старейшего фэшн-индустрии бренда, сделав акцент на прочно-роскошной классике и ремесле, без которого мир точно не увидит ни один модный шедевр. В комментариях к показу дизайнер отметил: эта коллекция вдохновлена ирландской и британской шерстью и тканями. Она нацелена на защиту и тепло. Все вещи созданы для улицы, они прочные и функциональные, это одежда, в которой можно жить. Я же со своей стороны добавлю, друзья, сегодня перед нами пусть и обновленный, более современный, но все же основательный, стильный, добротный, полюбившийся мне еще в нулевые дом моды Бёрбери. При просмотре видеоряда я отметил для себя несколько интересных моментов и хочу озвучить их вам. Первое, на что обращаешь внимание – приятная, природная, абсолютно универсальная палитра оттенков. От глубоких коричневых и насыщенных серых до сложных бежевых, мшисто-зеленого, хаки, баклажанного и теплого красного. На фоне желто-рыжей листвы или белого снега верхняя одежда в таких тонах смотреться будет определенно выигрышно. Особенно среди засилья темных пуховиков и минималистичных черных пальто. Следующий неожиданный факт, как это ни парадоксально для вековой традиции марки, но в нынешнем гардеробе на осень отсутствует знаменитый классический бежевый тренч Бёрбери. Зато есть масса его производных. Например, из плотного молескина с высоким воротником и асимметрично расположенной дополнительной металлической змейкой-застежкой. Не менее достойно внимания модниц пальто даффелкот. Утепленное, с пуговицами-бочонками либо клыками, вместительными накладными карманами и объемным капюшоном с меховой отделкой. Оно идеально дополнит стильный повседневный образ, отлично смотрится и с юбками, и со спортивными джоггерами. Моя бы воля поставила бы название даффелкот в словарь напротив понятия «комфорт». Для осени и зимы Дэниел Ли предложил еще немало теплой одежды, которую модели носили на подиуме не с мюле и с босоножками, а наконец-то, в отличие от других брендов, с сапогами на широкой подошве, с туфлями-лоферами на устойчивом каблуке, с высокими эффектными ботфортами на платформе. Дубленки и пальто в духе милитари, бомберы и пушистые шубы сменяли на показе коллекции трикотажные луки с небанальной длинной бахромой, заплетенной в толстые косы, а еще были наряды с очаровательными рюшами, платья-колонны с открытыми плечами. Не забыл модельер добавить в гардероб на холодный сезон вещи с клетчатым принтом. Правда, клетка теперь не только прячется с изнаночной стороны, но и предстает, что называется, лицом, украшая брюки, юбки макси, тренчи и подвороты джинсов. Из модных аксессуаров новой линейки, помимо объемных сумок, стильных платков, длинных шарфов, иногда можно заметить зонтик, как дань переменчивой, часто дождливой британской погоде. Я надеюсь, друзья, коллекция вам понравится и достойна на поставленный лайк. Приятного вам просмотра, всем красоты, чтобы на небе ни тучки, ни облачка, а в душе позитивного, солнечного настроения.